Привет, друзья! С вами я, Ирина Брилева. А кто сегодня впервые смотрит мое видео, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня подготовила для вас выполнение комбинированного маникюра, покрытия и дизайна с помощью аэрографа. Выполнять буду на вот этих ручках. Здесь уже прошло больше месяца с прошлого маникюра. Вот так вот они идеально относились. Работаю сегодня новой твердосплавной фрезой с синей насечкой. Включаю аппарат на форвард на 25 тысяч оборотов. Аккуратно снимаю покрытие, чуть-чуть базы оставляю. А далее работаю пилочкой на 180 грит. Форма у нас сегодня будет миндалевидная. В прошлый раз была овал из-за того, что ногти были коротковаты. А сегодня уже можно опилить миндаль. Зауживаю немножко боковые стороны. Симметрию боковых сторон проверяю, перевернув пальчик от себя. Далее шлифую поверхность ногтей этой же пилкой. Там, где есть база, работаю смело пилкой, убираю неровности. А там, где натуральный ноготь, аккуратно приподнимаю чешуйки пилкой для дальнейшей сцепки с материалом. Далее отодвигаю кутикулу пушером, чтобы раскрыть подкутикульный карман. Работаю фрезой пламя с красной насечкой. Включаю аппарат на 15-17 тысяч оборотов. На форварде обрабатываю левую сторону, а потом переключаю аппарат и обрабатываю правую сторону. Угол наклона фрезы пламя по отношению к ногтю 30 градусов. Вычищаю птериги, зашлифовываю боковые валики, убираю заусенцы. В общем, подготавливаю кожу для дальнейшего среза ножничками. Смачиваю спонж мыльной водой и протираю кожу. Убираю всю пыль, чтобы видеть, где нужно срезать, и заодно смягчаю кутикулу. Теперь, собственно, срез. Работаю ножничками мелкими шажками. Если нужно, чуть-чуть можно доработать накожницами. Далее полирую срез и кожу вокруг ногтей силикон-карбидной фрезой средней жесткости. Маникюр готов, теперь перехожу к покрытию. Обезжириваю ногти нейл-препом и прохожусь праймером. Сегодня буду работать камуфлирующей базой 005 от торговой марки Голливуд. Покроем мы этой базой не все ногти, а только те, на которых будет дизайн. Камуфлирующей базой покрываю в два слоя. Первый слой тонкий, без выравнивания. Остальные же ногти покрываю премиум базой от торговой марки Gloss. Делаю выравнивание, проверяю архитектуру. Переворачиваю пальчик, проверяю блики и отправляю в лампу. Затем наношу второй слой камуфлирующей базы, здесь уже с выравниванием.
Ногти без дизайна покрываю красным гель-лаком от торговой марки Attica 010. Этот оттенок любимчик у клиентов, он пользуется популярностью как летом, так и зимой. Покрываю в 2 очень тонких слоя. Каждый слой просушиваю в лампе по 60 секунд. Ногти без дизайна сразу покрываю топом, чтобы с ними ничего не произошло. Для работы с аэрографом нам понадобится Skin Defender, что в дословном переводе защитник кожи. Наношу его на кожу толстеньким слоем, можно в 2 слоя. Этот защитник кожи нужен только если мы работаем аэрографом гель-лаком, потому что гель-лак у нас будет высыхать в лампе, чтобы то, что попало на кожу, не засохло вместе с кожей. Теперь в емкость для краски наливаю жидкость для снятия лака и добавляю капельку гель-лака основного. По-хорошему мне нужна краска специальная для аэрографа, но в данный момент у меня красной краски не было, а дизайн уж очень хочется сделать. Перемешиваю кистью хорошенько. Я налила жидкости немного, потому что у нас всего будет 5 ногтей, которые нужно задуть. Закрываю отверстие и нажимаю на кнопочку, чтобы хорошо перемешалась краска. И все, наша жидкость готова. Теперь распыляю на ногти тонким слоем. Делаю это обязательно на расстоянии примерно 8-10 см и отправляю в лампу на просушку. После просушки задуваю вторым слоем. Пока ногти наши просушиваются, я еще наливаю жидкость для снятия гель-лака и добавляю каплю черного гель-лака. Перемешиваю хорошо, проверяю на салфетке, как распыляется, чтобы не было крупных капель. И распыляю на кончики ногтей. Это у нас будет закат. Черного нужно буквально чуть-чуть. И отправляю на просушку. Теперь перекрываю все ногти топом, чтобы ничего уже не случилось с нашей аэрографией. Теперь рисую уже поверх высушенного топа солнце, просушиваю опять в лампе. А с остальных ногтей вытираю липкий слой и буду рисовать черной гель-краской природу.
Просушила наши кустики в лампе и теперь перекрываю топом. Остается дело за малым – аккуратно убрать защитник кожи и все повытирать. Вот такой вот получился у нас результат, очень красивый закат, сразу захотелось снять видео окончательное. Но это еще не все. Наверняка у вас остался вопрос, как отмыть аэрограф от гель-лака, и сейчас я вам это покажу. Беру ту же жидкость для снятия гель-лака, наливаю в емкость, промываю, зажимаю пальчиком отверстие, нажимаю на кнопочку, оно булькает, промывается и распыляю все это на спонжик. Потом еще раз наливаю. Еще раз промываю и так несколько раз, пока на спонжик не будет выливаться прозрачная жидкость. Далее протираю все хорошенько, со всех сторон, везде, где наляпала краской. И все, готово. Если вам сегодняшний сюжет был полезен или понравился, ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях, мне будет приятно. Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А я всем желаю хорошего вечера и до новых встреч. Пока-пока.